Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня будет обзор новых для меня материалов. Заказала посылочку с сайта Fiore, ссылочку оставлю в описании. И в этой посылочке заказала интересные новенькие штучки. Заказала вот такие вот фрезы, керамические фрезы, в принципе, для меня не новинка, я знаю, что это такое, я ими пользовалась, а вот твердосплавные фрезы заказала с интересной новой насечкой. У них не поперечная насечка, а только вдоль. Попробую, потом как-нибудь отпишусь вам, как мне понравилось или нет. Ну и, собственно говоря, заказала несколько новеньких для себя оттенков. Решила уже в преддверии весны сделать упор на весеннюю пастельную гамму. Потому что, ну как бы то ни было, февраль, туда-сюда, скоро зима заканчивается. Девочки захотят цветочков, захотят светленьких оттенков. В принципе, хорошая консистенция, отличное нанесение, не полосят совершенно на типсах, на ноготках, в принципе, тоже укладываются довольно-таки симпатично. Это мы сейчас с вами как раз-таки и посмотрим на руках моей клиентки. Итак, вот такая вот палитрочка у нас получилась, и сегодня мы кое-чем отсюда поработаем. В общем, пришла моя клиентка, снимаем ей старое покрытие, убираем длину ноготка, потому что мы уже довольно-таки длинные ногти отпустили, уже не очень-то удобно. По-быстренькому выполняем классическую коррекцию, потому что нам нужно переложить материал, чтобы ноготочек был заново смоделирован. Коррекцию выполняем опять же стандартным для нас способом. Изначально убрали старое покрытие, подняли свободный край на клюнувших ноготках, придали ему форму. В общем, все это опилили, выпилили, все безумно красиво у нас получилось. Ну и выкладываем новый материал, после выкладки просушиваем и опиливаем. А теперь начинаем красить. Я же говорила, что розовым цветом мы сегодня как раз таки воспользуемся. Смотрите, как хорошо он наносится на руки. В 2 слоя получается красивый плотный оттенок.
И как я говорила, сегодня у нас будет уже нечто весеннее, потому что скоро 8 марта, скоро уже ваши девочки тоже захотят чего-нибудь красивенького весеннего, поэтому переходим к дизайну. Обратите внимание, вот этот вот серебряный оттенок, это тоже фиора, не помню какой номер цвета, постараюсь написать в описании к видео. Если вдруг забуду, напомните мне, пожалуйста, в комментариях, я вам отвечу, какой номерочек у этого оттенка. Этим серебряным цветом мы закрашиваем частично ноготочки, на которых у нас будет дизайн. На остальной поверхности ногтя мы будем рисовать розы в технике китайской росписи. Но кроме того, что мы сегодня будем с вами рисовать китайскую роспись, это само по себе интересно уже, мы ее будем красить. Красить мы ее будем пигментами. Поэтому для того, чтобы у нас получилась техника литья пигментами или втирки пигментами, как ее еще называют, мы перекрываем ноготочки финишным покрытием, выравниваем все это аккуратненько, берем бафик и бафиком снимаем верхний глянцевый слой, чтобы пигмент наш прилип только туда, куда нам необходимо. Ну а теперь начинаем вырисовывать. Набираем на кисточку белую красочку, она у меня без остаточной липкости. И именно этой красочкой вырисовываем для себя цветочки. Наши цветочки такие себе стилизованные розочки, не слишком прорисованные, такие слегка структурные, слегка наметочные, но в то же время довольно-таки симпатичные. После того, как наши розочки подсохли, мы берем пигменты и пигментами начинаем разукрашивать поверхность нашей розы. Это можно сделать как пигментом, точно так же можно взять гель-лаки и гель-лаками в технике растушевки прокрасить наши розочки в полупрозрачные слои. Если у вас гель-лаки пигментированные довольно-таки, как, допустим, гель-лаки от Фиора, то лучше их разбавить немножечко с финишным покрытием для того, чтобы они получились полупрозрачные. Поэтому берем гель-лаки, разукрашиваем, либо берем пигменты, разукрашиваем пигментами. Получается и так довольно-таки интересно. Просто пигменты, в свою очередь, добавляют сияние, добавляют фактуру, которую, к сожалению, камера не передает совершенно никак. Но если вы попробуете эту технику вживую, вы влюбитесь, вам очень понравится, и вы больше ничего другого не захотите рисовать, потому что это действительно очень нежно и безумно интересно. Они получаются как будто шелковые, эти цветочки. В качестве листочков этим цветочкам мы решили добавить блесточки. Я смешала с финишным покрытием зеленые блестки, и этими блестками вырисовываю такие вот небольшие стилизованные лепестки. Далее еще раз перекрываем нашу работу при помощи финишного покрытия и поверх просушенного топа прорисовываем гелевой красочкой. Эту красочку мы уже перекрывать финишем не будем, она у нас будет вот такая вот объемная, как раз поверх всей нашей вот этой вот композиции, будет добавлять нам яркости, фактурности и контраста. Ну
Ну и носится эта красочка очень себе даже отличненько, никаких проблем никогда с нею не возникает. Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Очень нежные, очень интересные. Вон он тот серый с блесточками гель-лак, номер которого я совершенно не помню. И тут положила флакончик так, что подсмотреть не могу. Но вы мне напишите, я вам напомню. Кому интересно будет, номерочек обязательно скажу. Итак, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Ссылочку на магазин ищите в описании. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!